Всем привет, с вами Тандер, и, к сожалению, я стал хайпажоркой, которая очень хочет чуть-чуть погадать до выхода дева, что в целом не советую делать. Тем не менее, давайте поговорим про Панцирь СВСМ и современные реалии боев. Несомненно, говорить, что штурмить столь же просто, как было до ввода современных составных ЗРК, глупо. Ситуация сильно изменилась, и в данный момент штурмить просто бездумно нельзя. Это факт. Например, нельзя, если есть ЗРК, просто лететь по прямой и пытаться потыкать кнопочку. Хотя нет, можно, но слишком рискованно. Многие говорят, что игра на ЗРК это одна кнопка, но давайте будем честны. Если ЗРК нет, то один самолет, например, Гриппен Е, может потенциально забрать 22 танка. Да, только не смейтесь, но возможность есть. Хорошо, давайте сократим в 3 раза, 7 танков. Один самолет уничтожает 7 танков без ЗРК. И это в худшем случае. Все забыли, что делали и делают Х-38МТ. Каждый раз я слышу, что штурмовка мертва, что ЗРК очень сильный и невозможно штурмить, но я так не считаю совсем. Да, несомненно, стало сложнее, но разве не в этом интерес? В игре, особенно за НАТО сторону, в данный момент есть множество самолетов с просто потрясающим потенциалом для штурмовки, но их нужно применять правильно. Видите, что плохая погода? Не берите вооружение, которое зависит от погоды. Не стройте тактику от высоты. Берите и используйте вооружение и тактику по ситуации. Например, вот вам бой. Я знал, что у врага есть САМПТ. Решил взять Су-30СМ с Х-38МТ. Хотя также знал, что видимость на высоте будет ужасная, а карта горная. Это все привело к закономерному результату. Я просто погиб, не успев ничего сделать. Это исключительно моя ошибка. И, конечно, довольно неплохая игра от вражеского ЗРК. Понимаете? Я не говорю, что там имбаланс стоит за домом и как убить. Я говорю, что это моя ошибка. Как ее можно было бы избежать? Взял 38 МЛ или Гром, внимательно посмотреть за полем боя, провести визуальную разведку и тогда строить заход с наиболее эффективного угла. Я очень много сыграл на ЗРК и сыграл на самолетах в штурмовке и могу вас заверить, что да, безусловно, в некоторых ситуациях штурмовка бывает почти на грани невозможного, но в большинстве случаев это не так, и все зависит от того, включили вы голову или нет. Что же касается нового Панциря, давайте будем честны. Бук это совсем средняя, по официальной статистике самая слабая ЗРК на топах. Многие крикнут, мол, как же так, ведь там самый быстрый ЗОР, лучше сохранение энергии и прочее, но все забывают самое важное, зачем вам пистолет, если вы слепой? РЛС поиска Бука просто до невозможного медленная для тех расстояний, что есть в игре, и приходится постоянно использовать в ручном режиме РЛС ПУ, что вызывает тоже некоторые сложности во времени и готовности пуска. Заштурмить Бук это самая простая задача, что есть в игре, если у вас есть желание это сделать. Да, это сильная техника, да, Бук хорошо перехватывает, но относительно Сампта или Скайсейбра это очень плохо. А что там по Панцирю? А Панцирь, да, сильный и хороший, прекрасный ЗРК, но вот только против нормального игрока на Еврофайтере, Рафале или даже F-15E он как проигрывал, так и проигрывает. Захват С1 можно увести в 3.9, я напоминаю, он часто сбивается непонятно куда и тому подобное. Проблема перелока более быстрой цели никуда не делась. ЗОР С1 очень легко развести по энергии, что я наблюдаю просто постоянно. То есть минусы Бука следующие. Ужасный РЛС почти ничего не может на близкой дистанции, высокий профиль и большая заметность. Минусы Панциря же заключаются в том, что у него есть проблема с РЛС, это ручное наведение и ракеты можно размонтить энергией или маневром. Чем же новый Панцирь будет принципиально отличаться? Да, закрывается слепая зона по РЛС вертикально вверх, это очень хорошо. Да, ЗОР прекрасно может сбивать цели, которые находятся ниже 20 метров, это граница реакции у стандартных ЗОРов в игре. Вот только этот ЗОР это шарапнель. Держу в курсе, это значит, что вы по сути стреляете кумулем, а не фугасом, так что попадать надо будет хорошо. Новый ЗОР это 1700 метров в секунду и 40 километров, примерно в 1,5 раза быстрее ЗОРа, который есть сейчас, и да, это делает время поражения цели более маленьким, сокращая в среднем его на 1 секунду. Конечно, это круто, только у Сампт, АРЛ, ГСН, ВЛС и 1500 метров в секунду уже. Где нытье? Почему вообще, кстати, никто не говорит, что Сампт это лучшая ЗРК в игре по факту? А? Давайте просто теперь скажем про то, о чем буквально все орут. 48 ракет малого калибра. Вау, 48 ракет, 96 с ящиком, ничего себе. Кстати, а напомните, сколько ракет может вести новый Панцирь? Ах да, 4. В воздухе одновременно может находиться только 4 ракеты, точнее управляться, не больше. То есть, по сути, это старый Панцирь просто с большим БК. Так проблема уничтожения С1 никогда не была в БК. По сути, по крайней мере для самолетов, проблема была в достигнуть и правильно откидаться, и я вас уверяю, в перехвате 10 ГБУ-39 или 6 Х-38МЛ с 6-7 километров разницы между новым и старым Панциря не будет никакой или будет совсем минимально. Безусловно, новый Панцирь даст больше простор действия, это правда будет хороший и сильный ЗРК, но это не имба, ибо принципиально тактика против всех новых ЗРК была и будет одинаковой. Кстати, по поводу новых ЗРК, все претензии к США и странам Европы, никто же не виноват, что там почти нет разработок. Я не говорю, что штурмить просто, но я считаю, что и штурмить не должно быть очень просто. Правда,
Правда, вот что скажу. Неуязвимость для ЗРК на спауне это просто ужас, и это надо менять, по моему мнению. Надо просто убирать неуязвимость сразу после выстрела ЗРК, ибо вот это действительно сказывается и ощущается. И да, миллион ЗРК на респе от новичков это такое себе, не спорю, но обычно их эффективность, судя по тому, что я видел, крайне мала. Это по сути просто обманка, приманка для врага. Так что говорить о том, что все, это конец, помогите, не стоит, по крайней мере до релиза и пока игроки не посмотрят в игре на это. А то окажется как с буком, ора много, толку 0 по итогу. А я, кстати, предупреждал, все, кто много играл на S1 и буки, прекрасно понимают, почему и что я говорю. И да, я много играю на самолетах в ТРБ и прекрасно понимаю, почему погибаю в 99%, это моя ошибка и лень. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем ролике.